Всем привет! Сегодня у нас на обзоре красный внедорожник с невероятно крутым дизайном. Мы посмотрим, как работает рулевое управление через запасное колесо, проверим работоспособность подвески и новые шины, которых у Лего раньше не было. Также заглянем под капот, там установлен двигатель V6. Осмотрим переднюю часть и новые расширители арок и обсудим, что действительно круто, а что можно улучшить. Если вы фанат Лего или просто любите внедорожники, оставайтесь с нами, будет интересно. Встречайте! 42213. Ford Bronco. На коробке изображены основные функции модели и технические характеристики прототипа. Капот и двери открываются. Логотип лицензионного партнера и фотография колеса в натуральную величину. Начнем распаковку. В наборе 943 деталей, 7 пакетов с номерами и 1 пакет без нумерации, маленький лист наклеек и инструкция, фото собранной модели в сравнении с прототипом, дубликаты фотографий обратной стороны коробки, список всех деталей. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео полностью. Для меня это хороший стимул выпускать все больше и больше новых видео. Сборка начинается с макета двигателя. Детали коленчатого вала установлены с учетом фаз газораспределения. Это шатуны, но поршни в виде круглых плиток в этом комплекте отсутствуют. Мы соберем компоненты переднего бампера, используя простые красные разъемы. Используя более сложные пины, мы соединим бампер с рамой автомобиля. Такая схема сборки встречается редко, поэтому будьте внимательны. Результат первого этапа сборки. Мы видим макет двигателя V6 и передний бампер. Передняя ось оснащена одним амортизатором, что является приемлемым решением в данном масштабе. Комбинированные рычаги обеспечивают компактность подвески. Эта деталь выполняет функцию поворотной ступицы переднего колеса. Штифт со сферической частью будет препятствовать перемещению оси. Первое тестирование показывает, что передние колеса будут иметь независимую подвеску. Наименьшие рулевые тяги вместе с рулевой рейкой образуют рабочий элемент рулевого управления. Обратите внимание на ограничители хода рулевой рейки. Кошка с удовольствием играет с деталями Лего, контролируя процесс сборки. Черная рамка является удлинителем шасси автомобиля и совместно с серыми балками образует довольно жесткую конструкцию. Добавляем несколько шестеренок для рулевого механизма, а затем проводим контрольную проверку. Я все собрал правильно. Далее переходим к сборке неразрезного заднего моста с дифференциалом. Вы можете видеть, как движется задний мост. Задняя подвеска имеет довольно большой ход. Этот элемент будет удерживать амортизаторы в верхней части. Он состоит из нескольких деталей, включая ограничители хода. В результате получается неразрезной задний мост с амортизаторами. Результатом третьего этапа сборки является полностью собранное шасси, способное выдерживать различные нагрузки. Шасси готово, и я хочу протестировать его. Я беру серые диски от самосвала и ставлю на них новые шины Bronco. После установки колес мы сможем провести дорожный тест. Мы также сможем осмотреть шасси с разных ракурсов. Чуть позже все эти интересные детали будут закрыты декоративными кузовными панелями. Чтобы лучше рассмотреть шасси, я удалил некоторые ненужные детали. А теперь давайте насладимся подвеской в ее чистейшем виде. Ничто не мешает этой подвеске быть невероятно впечатляющей для своих размеров. Работа амортизаторов хорошо заметна. Испытание шасси показывает, что передние колеса имеют независимую подвеску. Жаль, что на передней оси нет дифференциала и переднего привода. В любом случае, эту конструкцию можно было бы улучшить. Мы проверили переднюю ось шасси. Теперь перейдем к задней. Задняя подвеска не работает при приложении усилия к обоим колесам. Если попеременно прикладывать усилия к левому и правому колесам, то создается впечатление, что подвеска работает хорошо. Неразрезной мост и два амортизатора позволяют подвеске качаться в поперечном направлении. Заменяю черную деталь на красную, чтобы было лучше видно. Эта малозаметная деталь ограничивает перемещение подвески. Посмотрите, как это работает. Амортизаторы испытывают нагрузку в этом направлении. Белая втулка выполняет роль важного стопора и предотвращает выход амортизатора из строя.
Эти штифты также ограничивают движение амортизатора, но по моему мнению, они выполняют декоративную роль. В целом, конструкция заднего моста довольно интересна. Амортизаторы как на передней, так и на задней оси очень жесткие и не выполняют свою функцию гашения колебаний. Давайте рассмотрим, как работает двигатель ВИС-6. Принцип работы прост. Вращение дифференциала передается через верхний вал на шестерни коленчатого вала. Модель двигателя включает новые детали и выглядит довольно компактной. Один из недостатков – это отсутствие плиток, изображающих поршни, хотя в других моделях они были. Назначение этой оранжевой детали остается загадкой, возможно, она имеет какую-то ценность. Рулевое управление примитивное. Оно состоит из речного механизма и двух рулевых тяг. Такие рулевые тяги использовались в наборе 42210. Упоры рулевой рейки удерживают ее на месте. Расположение рейки над шестерней обеспечивает достаточный дорожный просвет. Все выглядит круто. Передние колеса управляются системой валов и шестеренок. Такая система рулевого управления имеет свои недостатки. Причиной этого являются большие зазоры в соединительных деталях. В целом шасси мне понравилось. Переходим к четвертому этапу сборки. Стильная черная деталь – это расширитель крыла. Он дополняет плоскую красную арку, которая тоже является новой деталью. Вместе они смотрятся великолепно. Хочу также добавить, что новый расширитель крыла подходит к крыльям старого образца. Отличные новости для любителей делать самоделки. Капот имеет интересный узел крепления и включает технические детали с шипами. Закрепляю новые арки, создавая единое целое. Сейчас я устанавливаю его на раме автомобиля и закрепляю при помощи расширителей арок. Эти новые черные детали выглядят отлично. Фары и решетка радиатора сделаны из системных деталей. Чуть позже посмотрим, как это недоразумение будет выглядеть с наклейками. Для устранения этого недостатка существует простое решение. Проблема частично решена. Вот посмотрите, эти серые втулки препятствуют боковому смещению. Впереди много работы, чтобы довести конструкцию до совершенства. Инженеры Лего знают, как это сделать, и я покажу вам это с близкого расстояния. Опыт сборки стандартных наборов Лего и творческое мышление позволят вам в будущем построить любые самодельные конструкции и альтернативные модели. Даже в процессе упаковки мы видим элементы творчества. На пятом этапе технологи Лего виртуозно комбинируют бумажные и пластиковые пакеты, но на четвертом этапе все было однообразно и скучно. Переходим к задней части. Здесь мы видим имитацию заднего сидения, спинка которого имеет надежную опору. Крепление заднего фонаря очень интересное. Соединяю задние крылья с основной конструкцией. Выглядит круто. Устанавливаю заднюю часть на шасси автомобиля. Как и при любых кузовных работах, требуются некоторые завершающие штрихи. Теперь все детали надежно закреплены. Задний бампер состоит из нескольких частей и идеально подходит к расширителям крыльев. Скошенные края отлично повторяют форму крыла. Установка номерного знака завершает пятый этап сборки. Приборная панель и руль выглядят отлично, у них необычное крепление. Устанавливаю этот блок на шасси автомобиля. Есть небольшой люфт, но думаю, со временем он исчезнет. Рамка лобового стекла состоит из нескольких втулок. Серый штифт позволяет раме вращаться и надежно удерживает приборную панель на месте. Мои любимые системные плитки отлично скрывают отверстия под пины. Крыша состоит из больших панелей и балок, щедро украшенных системными деталями. Обе секции крыши готовы и установлены. Теперь можно установить рамку лобового стекла и контроллер рулевого управления. Сборка двери начинается на седьмом этапе. Она имеет довольно впечатляющий дизайн и прочные петли. Несмотря на прочность конструкции, инженер Лего усилил ее дополнительной деталью. Все видимые шипы на капоте и вокруг него будут закрыты несколькими системными плитками. Посмотрите, как хорошо получилось. Я в восторге. Зеркала заднего вида собираются из стандартных деталей. У них есть свои недостатки, но они выглядят прочными.
Багажник на крыше состоит из большого количества коннекторов, и это хорошо. Очень важно правильно их установить при сборке. Здорово, что эти белые штифты идут в комплекте. Фары отлично смотрятся с белыми штифтами. Багажник на крыше крепится 4 пинами. Тяговые доски незаменимы для путешествий по бездорожью. Замечательно, что в комплекте их 2 штуки. В комплект входит новая шина. Она имеет симметричный неправильный рисунок протектора. Эти универсальные шины можно устанавливать на любое колесо и в любом направлении вращения. Диски имеют стандартную конструкцию. Так шины выглядят на дисках. По сравнению со старыми шинами диаметром 56 мм, новые выглядят хорошо. Вот как шины Бронко выглядят в сравнении с шинами с тракторным протектором. Установка колес завершает сборку автомобиля. Запасные части для всех этапов сборки. В основном это простые компоненты, но эта оранжевая деталь привлекает внимание. Она сделана из мягкого материала. Интересно, почему дизайнер спрятал одну из этих деталей в модели? Он также включил еще одну в запасные части. Если смотреть на переднюю часть Ford Bronco без наклеек, она выглядит немного пресновато. Весь передок собран из черных плиток, и из-за этого детали сливаются в одну темную плоскость. Без наклеек нет контрастных акцентов, передняя часть кажется плоской. Форма Бронко узнаваема. Квадратные угловые линии, мощные колесные арки, высокий клиренс. Но хочется добавить деталей, которые оживят и подчеркнут его внедорожный стиль. И вот тут на помощь приходят наклейки. С ними внешний вид раскрывается полностью. Передняя часть становится выразительной. Фара и решетка обретают контраст и узнаваемый фирменный стиль. Красно-черная цветовая гамма корпуса подчеркивает брутальность и динамику. Корпус остается угловатым и мощным, с четкими линиями и высокой посадкой, характерной для настоящего внедорожника. Сбоку видны массивные арки, большие колеса и открывающиеся двери, которые делают модель живой и динамичной. На крыше установлен багажник и тяговые доски. Все как у настоящего Бронко, готового к экспедиции. Сзади мы видим запасное колесо, которое не только выглядит реалистично, но и служит механизмом управления передними колесами моделей. В целом, внешний вид Бронко с наклейками – это сочетание реализма и стиля. Ходовые качества автомобиля нормальные. Машина хорошо едет как вперед, так и назад. Угол поворота руля небольшой, но достаточный для игры. Автомобиль плохо справляется с препятствиями, о чем мы поговорим позже. Основная функция модели – это рулевое управление. Передние колеса поворачиваются с помощью запасного колеса, установленного сзади. Просто поверните его, и Бронко поедет куда угодно. Очень увлекательно, но не слишком удобно. Далее мы видим двери. Они открываются и имеют интересный дизайн. Под капотом находится двигатель с подвижными поршнями. Поршни двигаются при вращении колес. Это создает ощущение настоящего автомобиля. Передняя подвеска независимая, но жесткая. При легком нажатии амортизаторы сжимаются, усиливая реалистичность. Конструкция подвески позволяет автомобилю наклоняться вбок. Давайте еще раз насладимся подвеской в ее чистейшем виде. Она невероятно крутая для своих размеров. Задняя подвеска допускает боковой наклон, но задействовать оба амортизатора невозможно. По бокам установлены зеркала заднего вида, угол наклона которых можно регулировать. Ребята, давайте поговорим честно, у модели есть свои минусы. Передняя часть без наклеек выглядит плоской, все детали сливаются в единое целое. Зеркала тоже недоработаны, отражающий элемент отсутствует. Даже у самосвала 42203 была наклейка, имитирующая зеркало. Рулевое управление работает, но имеет большой люфт. Посмотрите, как это работает в реальности. Из-за недостатков рулевого управления автомобиль с трудом преодолевает элементарные препятствия. Подвеска этой модели жесткая, она не работает во время движения. Задняя подвеска нуждается в доработке, потому что невозможно сжать оба амортизатора. Во время тестирования амортизаторов колеса задевают арки и другие элементы кузова.
В автомобиле нет полного привода, но для такого масштаба хорошо, что есть хотя бы задний привод. Новые шины классные, но они на старых черных дисках. Их можно было бы сделать серебристыми или хотя бы надеть колпаки. На боковине шины слишком много пустого места. Не хватает боковых грунтозацепов или крупных надписей, как раньше. Мы можем говорить о синих пинах бесконечно, и мне не нравится, что Lego использует их повсюду. Систем детали часто отваливаются, поэтому надо быть внимательным, чтобы не потерять их во время игры. По сравнению с другими моделями, Ford Bronco выглядит просто великолепно. Обе модели имеют одинаковый масштаб, и они будут отлично смотреться вместе на полке. Если сравнивать внедорожник с самосвалом, обе модели одинакового размера, но масштаб у них разный. Эти модели не только красиво смотрятся на полке, но ими еще можно играть. У них крепкий кузов и замечательные функции, что делает их идеальными для игры и коллекции. Ford Bronco 42213 – это крутой компактный внедорожник. Реалистичное рулевое управление, открывающийся капот, новые шины и узнаваемый дизайн делают сборку настоящим кайфом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Спасибо за просмотр. До новых встреч!